Здравствуйте. А, Мы сегодня поговорим про самое-самое вступление в лингвистику, и я вам расскажу про то, а, что такое теории Наума Чомского, Хомского по-русски его зовут, и что они сделали для, так сказать, современной лингвистики. А, О языке вообще трудно довольно говорить, потому что язык все знают. Это такая вещь, которая вот как есть такое выражение шутливое, что все разбираются в политике, в футболе и в медицине. Ну вот в языке тем более все разбираются, потому что мы все язык знаем. И, естественно, с детства. Это то, что есть у нас у всех общего, и то, что, так сказать, нас всех объединяет как человечество. Да? Мы все знаем язык, и мы все с детства говорим на языке, что нового может рассказать нам профессионал. Ам, Поэтому здесь важно, частично это правда, но здесь важно отличать лингвистический подход к языку от любительского подхода, во-первых, и, во-вторых, даже от общепринятого подхода. Что такое общепринятый подход? Ну, это, в общем-то, то, что мы все изучали в школе на предметах родного языка, и мы считаем, что мы, значит, прошли, так сказать, вот русский язык, или в американской школе английский язык, и мы все учили язык, и мы все знаем. Но то, как лингвист смотрит на язык, это не совсем то, как мы смотрим на язык, просто как носители языка. И это не совсем то, как язык нам преподносили в школе, как предмет. Я хочу просто вначале привести пример э, того, что вроде бы мы все знаем, но не совсем. Ну вот что такое местоимение? Вы все в школе учились, что такое местоимение? То, что мы учили в школе, что это, значит, такая часть речи, которая заменяет существительное. Правильно? Все помнят это из школы. Я, он, она и так далее. Она заменяет женщину там, или подругу, или еще кого-то, или маму, или кошку. Как на это смотрит профессиональный подход? Ну, не совсем так. Потому что, допустим, если у нас есть местоимение, вот вместо существительного, ну да, все работает. Студент забыл сделать задание. Всем видно, да? Он забыл сделать задание. Ну, все пока что правильно. Мы заменили существительное на местоимение. Теперь давайте посмотрим другой пример. Добрая женщина кормила кошку. По нашей школьной логике, то, чему нас учили в школе, мы должны заменить женщину на она, и все должно работать. Но оно почему-то не работает. Добрая она кормила кошку, почему-то не происходит. Почему? Мы все сделали, как нам в школе рассказали. Ну, в школе надо слушать не совсем все, да, мы это тоже с детства знаем. Ну, потому что при лингвистическом подходе на самом деле, с точки зрения языка как науки, местоимение заменяет не существительное, а все, что идет вместе с существительным. Как это называется? Это называется номинальная группа по научному, так сказать. То есть все, что описывает это существительное, а это может быть много слов разных, да, будет заменяться местоимением. В английском, например, если мы все это переведем на английский, то к этому прибавится и артикль, например. Мы не можем сказать the woman, да, мы не можем сказать the she. Это универсальная вещь, это не русскоязычная вещь, это лингвистика, которая объединяет, она может изучать какие-то вещи в определенном языке, но самое интересное это то, что происходит во всех языках, то, что происходит, так сказать, в нашей голове как носителей любого языка. И про нашу голову как раз мы и поговорим. Дальше. Это просто было отступление по поводу того, что на язык надо смотреть не совсем так, как мы привыкли смотреть как носители языка. Да? И, то есть, что такое лингвистика? Лингвистика – это не совсем то, что мы знаем. И даже не то, что нам говорили в школе, потому что в школе, естественно, этого нам никто не говорит.
С другой стороны, заметьте, что мы все это знаем. И вот это принципиальный, фундаментальный вопрос. Откуда мы все это знаем, если, ну, вы не знаете этого в смысле того, что вы не можете этого объяснить, логично, но вы все прекрасно знаете, что мы не можем сказать «добрая она кормила кошку». Любой носитель английского языка прекрасно понимает, что он не может сказать «this she» что-то там делала, да? Нам никто этого не объяснял ни в детстве, ни в школе. Так откуда мы все это знаем? Почему мы никогда не ошибаемся в таких предложениях? Вот на этот вопрос, в частности, начал отвечать Хомский в своей теории. Теория, которая называется либо лингвистикой Хомского, либо генеративная лингвистика, либо трансформационно-генеративная грамматика, у нее есть много названий, но все они сводятся, в общем-то, к одному и тому же. К тому, что Хомский совершил революцию в подходе и в понимании не только структуры языка, он очень много описывал про структуру языка, и я немножко про это поговорю позже, но и того, откуда мы знаем родной язык в принципе, и как дети его изучают. Ведь это же все, что мы знаем, мы, как дети это все выучили, мы уже все это знали в очень раннем возрасте. Ни один ребенок, заметьте, даже маленький ребенок, который еще шнурки не умеет завязывать условно там, он не скажет «добрая она кормила кошку». Откуда он знает, что так нельзя говорить? И она откуда знает тоже. То есть вопрос, как дети изучают язык, это центральный вопрос вообще нашего понимания того, что такое язык и как он устроен. И теория Хомского утверждает, что дети родной язык вообще не изучают. Сейчас мы к этому придем. Небольшое вступление. Что же происходило до его теории, почему его теории такие революционные? Значит, до теории Хомского, описать он начал в середине 50-х годов 20 века, и дальше уже, значит, все это пошло. До этого царствовал, господствовал в западной лингвистике, психологии, это все было взаимосвязанные науки, социология, психология, лингвистика. И до сих пор есть понятие когнитивная лингвистика, как когнитивная психология, да, очень взаимосвязанные вещи. То, как мы понимаем и воспринимаем все. Царство господствовал behaviorизм, так называемый, по-английски behaviorism, понятно от слова поведение, да, behavior. То есть до этого, вот представьте себе, что всего лишь до 50-х годов прошлого века, то есть еще в жизни наших родителей, да, в общем-то, господствовало такое понимание, что никакого сознания не существует, в принципе, ну, в таком научном смысле, во всяком случае, в отношении языковом и социально-психологическом. Все идет из поведения человека, и поведение человека – это совокупность реакций на стимулы внешней среды, причем реакций не только физических, но и эмоциональных, и психологических, и так далее. То есть никакого сознания есть сплошное поведение. Вот как мы себя ведем, вот это мы и есть. И реакции. И язык считался тоже частью поведения. То, что мы разговариваем, это поведение, да, какое-то. И мы это делаем в ответ на, так сказать, стимулы внешней среды. Это такое психическое, бессознательное было явление, но которое имеет такую социальную природу, то есть неврожденную. И вот это основное, что надо понимать. До Хомского считалось, что язык – это приобретенное поведение. Мы ему научились, вот нас в детстве научили, социальный продукт, да, вот мы как общество это делаем, потому что нам это нужно делать, нам приходится, мы, так сказать, с детства этому обучаемся, и вот мы себя так ведем. Ну, вроде бы все правильно, как бы, да, так вот слушайте, вроде разумно это все звучит, да. Но теперь давайте подумаем, что это реально означало. Не только для лингвистики, но и вообще для социума. Какие выводы из такого подхода делаются? И это подход, который господствовал с тех самых пор, как вообще начали задумываться о языке и о лингвистике как науке, что произошло довольно поздно. Там, я не знаю, пару сотен лет, может быть, максимум. Что это означало для нас и для лингвистики? Это означает, что нас языку обучают. Кто нас обучает? Родители сначала, потом в школе.
И, соответственно, язык бывает правильный, бывает неправильный. Вот вас научили правильно, значит, вы хорошо и правильно разговариваете. Если вас научили плохо, значит, вы будете неправильно разговаривать. Пока что тоже вроде бы все как-то логично звучит, да? Вот. Таким образом, существует академический язык образованных людей, и вот это и есть настоящий язык. Вот это вот понятие, что такое настоящий правильный язык, оно очень важно. Нас ему научили, мы должны ему научиться. Это то, что правильно, и это то, что надо. А ну, существует, очевидно, не только правильный язык, это все всегда слышали и понимали. Существуют диалекты, существует всякий сленг, существует, так сказать, уличный язык. Если вы помните Бернарда Шоу, да, который очень сильно этим всем интересовался, занимался, лингвист, который написал «Моя прекрасная леди», знаменитый, да, и он был известен, у него очень много было работ по лингвистике, как тогда понималась лингвистика. И много и шутливых, и серьезных работ. Он действительно был очень заинтересован в языке, и про него всякие там ходят, да, легенды, как он умел отличить на слух акцент, значит, одной улицы Лондона от другой улицы Лондона. Буквально мог сказать, откуда человек пришел. Вот, потому что в Англии очень много действительно акцентов, и действительно отличаются прямо на уровне даже города, и тем более пригородов, и тем более других городов, отличаются и диалектами, и акцентами и так далее. Об этом, собственно, вся эта книжка была про мою прекрасную леди. Так вот, все это исходило из предпосылки, что есть правильный настоящий язык, а есть все остальное. И диалекты по, так сказать, уровню отношения к ним приравнивались к уличному сленгу. В общем-то, это был неправильный язык. В Британии, которая, ну, понятно, была очень образованной в этом плане там, страной и так далее, существует понятие до сих пор, которое называется received pronunciation, да, то есть правильное произношение, которое называется received pronunciation, RP, слышали вы, может быть, received pronunciation. Что это вообще такое? От кого? Ну, received, кто его дал? Ну, никак там, ну, ладно, еще там, может, нам его короли дали, а то и вообще от Бога оно нам дано. Представляете, заявка какая? Вот. Значит, все остальное это все, значит, на ступень ниже, а есть и на 5 ступеней ниже, и вообще там где-то мы с ними не будем разговаривать даже. В Америке не было такой кастовости, но здесь был язык телеведущих, сначала радиоведущих и так далее. То же самое, что, в принципе, было и у нас, и в Советском Союзе, да, было понятно такое произношение, и были споры о том, кто правильно говорит в Москве или Санкт-Петербурге, а вся остальная 200, 300, сколько там было населения, 300 с чем-то там миллионов населения, это вообще не обсуждалось, да, то есть только Москва и Питер между собой, значит, как-то там спорили, у кого более правильный язык. Вот. И, соответственно, из этого делался вывод, что прямая связь с социальным классом, с аристократией, с низшим классом и так далее. Дальше, если мы возвращаемся к Америке, то здесь, опять же, меньше была, безусловно, кастовость в этом плане, но здесь были диалекты, и мы прекрасно знаем, насколько отличаются американские диалекты, если вы там из Техаса или вы из Гарварда, да, понятно, что это разные диалекты были, и отношение к ним было, соответственно, по-разному, но на самой нижней ступеньке всего вот этого вот, как вы думаете, что находилось? В Америке именно. Диалект черных? Естественно. Естественно, значит, черные диалекты, но мы уже даже говорим про 20 век, уже мы даже про рабов мы не говорим, и про времена, так сказать, рабов, это мы даже сейчас не трогаем. Но уже, так сказать, мы говорим сейчас про первую половину 20 века, когда лингвистика начала осознавать себя, в общем-то, как наука, и начался такой вот подход к этому более систематизированный, и это то, чему учили в университетах и в школах, это был общепринятый научный подход. Черные диалекты, которые назывались, много было названий, и Боникс, вы, может быть, слышали название. Потом это начали называть Black English Vernacular, и сейчас, по-моему, это называется African American English, неважно, вот все эти названия, язык черных, который довольно сильно отличался, в общем-то, да, от языка белых, которые жили бок о бок, то есть это даже не территориальное было, в общем-то, разграничение часто. И все это, значит, большим
называется словом стигматизация. То есть все, это все сленг, нижний язык. Я это сейчас почему говорю такие, ну, очевидные вещи же, да, что шло вот это, понятно, все про расизм и про отношения и так далее, но если мы подходим к языку и к лингвистике, так как я вам сказала, с позиции поведения, с позиции того, что это вообще, ну, такая вещь, которой мы учимся лучше или хуже, то это все, в принципе, логично имеет смысл. Вот их плохо, они плохо научились, у них язык не настоящий. Вот, а у нас вот мы хорошо научились, он настоящий. Окей. Кроме этого, параллельно, когда уже начинали, собственно, изучать лингвистику как науку, появился, это буквально два слова скажу, структурализм, так называемый, может быть, вы слышали имя Фердинанд де Сассюр. Он был, собственно, основатель такой технической, скажем так, лингвистики 20 века. Он уже начал смотреть на язык как на устройство, на структуру, без вот этих всех культурно-социальных, так сказать, надстроек, то, что там правильно, неправильно, а он начал именно изучать структуру языка. Это просто вот, чтобы вы знали, что такое структурализм. И тут занавес открывается, выходит Хомский. Появился такой ученый-лингвист Наум Хомский, и он вдруг в 50-е годы 20 века начал писать о принципиально новом подходе, который, собственно, теперь и называется генеративная трансформационная или трансформационная лингвистика. Первые его работы, просто я назову, называется «Синтаксические структуры», написано это опубликовано в 1957 году. С этого все началось, и дальше следующая его знаменитая работа «Язык и мышление» в 1974 году. Но между этим было очень много всего, естественно, это просто две такие фундаментальные работы, про которые все думают, когда думают про его работы на тему лингвистики. Теперь я должна сказать, что не спешите читать эти работы, потому что написаны они совершенно таким густым, кошмарным языком, который очень тяжело читать, и они длинные и так далее. Но, к счастью, у него было, естественно, много очень умных, очень талантливых последователей, и некоторые его ученики, которые сейчас уже сами, так сказать, пожилые люди и маститые ученые-лингвисты, написали много научно-популяризаторских работ на эту тему, которые объясняют интересным, доступным языком, о чем вообще речь. В частности, если вам интересна тема этой лекции будет, то, что я рассказываю, вам, может быть, интересно будет почитать книжку Стивена Пинкера, есть такой автор, Стивен Пинкер, и у него много есть книг и на тему социологии и всего остального, ну и на тему лингвистики, и на тему лингвистики книжка, одна из первых, называется «The Language Instinct», языковой инстинкт. И это прекрасное совершенно название, которая как раз отражает все вот эти, в общем-то, весь этот подход простым доступным языком. Да, уже вам намекает даже название, о чем сейчас пойдет речь. Так вот, взгляды Хомского – это огромная карьера с 1957 года, да, и еще и так фундаментально такой шаг сделать от всего этого старого подхода к радикально новому. Поэтому, конечно же, его взгляды менялись много раз на всякие детали и части этой его теории. Но фундаментальная его посылка всегда оставалась неизменной. Способность к языку является врожденной. И это, опять же, с другой стороны, тоже довольно очевидная мысль, она является очень революционной. То есть Хомский считает, что есть некая такая универсальная грамматика. Опять же, что это значит и до какой степени она универсальна, это уже вопрос для дебатов, и взгляды на эту тему много разменялись. Но универсальная грамматика как общий набор синтаксических правил встроена к нам в мозг. Вообще синтаксис – это вообще, так сказать, основная, да, вещь, это фундамент, это структура нашего языка, это то, как мы строим предложения, то, как слова в предложении относятся друг к другу, это и есть язык, да, есть еще другие части языка, безусловно, морфология, то есть всякие приставки, там, окончания, суффиксы и так далее. Это более относительная вещь, потому что в разных языках она устроена по-разному. Есть фонетика, то есть звуки, которые мы произносим, или фонология, наука, которая изучает эти звуки. И так далее. Есть семантика, которая занимается смыслом слов, как они влияют на построение. Но есть синтаксис. И вот без синтаксиса вся эта конструкция красивая, она развалится на составляющие кубики, и мы не сможем разговаривать, потому что все то, как мы строим предложение, это и есть синтаксис. И вот эти синтаксические правила, они нам в мозг встроены.
Таким образом, вся логика, согласно которой мы выстраиваем предложения и оперируем языковыми конструкциями, продиктована биологическими особенностями нашего мозга, то есть самой природой. Подумайте, насколько эта мысль революционна по отношению к тому, что я только что рассказывала про этот самый бихевиоризм и то, что было с ним связано. Потому что следующим естественным шагом в направлении вот этой мысли было, во-первых, уже не так убедительно получится говорить, что существует правильный язык и неправильный язык. Потому что если нас не учили ему в конвенциальном смысле слова, а он у нас уже встроен, а мы все homo sapiens с одинаковым, так сказать, мозгом, да, то получается язык, который мы продуцируем, он, в общем-то, имеет право одинаковое на существование, да. И дальше следующим логичным шагом была попытка объяснить механизм усвоения языка детьми. А как же дети изучают язык, если он встроен и если мы его не учим? Такое смелое заявление. Вот это все, что вы, родители, там со своими детьми делаете, это все никакого значения не имеет, сказал нам Наум Хомский и его последователь. Вот вы там что-то исправляете, поправляете. Дети делают ошибки, конечно. Они начинают говорить неправильно, а вы такие, ну, это там, значит, не голубовая, а голубая там сумма. И вы такой, ну, научили языку ребенка. А тут выясняется, что все, что вы делаете, вообще никакого значения не имеет. Вот вы делаете, не делаете, без разницы. А если еще задуматься о том, что в школе чему нас учат и зачем это на самом деле нужно, то еще начинаются более интересные вопросы. И вот теория, которая на самом деле под вопросом сейчас, часть этой, вернее, теории, Хомский, в принципе, в какой-то момент заявил вообще такую радикальную вещь, что у нас в мозгу существует структура физически. Вот прям есть орган, грубо говоря, в мозгу, который отвечает за язык. Не совсем орган, а как бы он это представлял себе как такую матрицу, структура прямо, которая у нас у всех одинаковая. На эту матрицу выливается, так сказать, то, что он называл input, то есть то, что мы слышим вокруг, язык, да, мы же все в разных языках слышим разное, естественно, с детства. Вот это то, что мы слышим, это input, так называемый. Он выливается, заливается, грубо говоря, нам в мозг в раннем детстве, когда эта структура как раз самая восприимчивая. И там уже по вот этой модели, которая у нас у всех одинаковая, он слагается, складывается в то, что является языком, структуры, так сказать, похожи, а языки разные. Дальше, эта часть самая спорная. Существует ли у нас действительно в мозгу такое называлось language acquisition device, прямо вот устройство прямо некое. Его пытались находить с помощью там эхокардиографии, то есть энцефалограмм и прочего, и прочего. И даже в чем-то были такие подвижки, что нашли место, потому что есть, ну мы же все знаем, что существуют, например, травмы головы, можно там травма головы в определенное место головы, и там ты там, я не знаю, ходить не можешь, или там зрение пропадает. А если в другую часть головы, то есть люди, которые разговаривать перестают, все у них хорошо, да, они видят, видят, ходят и прочее, а говорить не могут. То есть получается, что действительно в мозгу есть какие-то центры, которые отвечают за речь. Но насколько эта структура вот именно является этим language acquisition device, тут спорный вопрос. Надо сказать, что спорным он стал не так давно, 20-25 лет на самом деле. До этого, в общем-то, это была общепринятая теория, что прямо вот у нас есть эта структура. Но даже если сказать, что это не совсем так, мы знаем, что дети воспринимают то, что они слышат до определенного возраста, и абсолютно естественным образом, и независимо от того, что вы им будете говорить, будете вы их поправлять или не будете, и вообще обращать будете внимание на то, как они начинают говорить и изучают язык или нет, не имеет никакого значения для того, как они потом будут разговаривать. Тут нужно отступить немножко и сказать, что да, конечно, есть такое понятие, как академический язык, этот правильный, да, академический язык. Этот академический язык абсолютно искусственная вещь. Вот собралась Академия условная языка и решила, или там большой там какой-то словарь чего-то там, кого-то там Ожегова и так далее, или Ожегова тоже мы до сих пор не договорились, вот. И он нам сказал, что надо говорить вот эти слова так, а вот эти так, а так нельзя.
и писать, а еще тем более писать. Вот то, что связано с письмом, это вообще отдельная искусственная вещь. Да, конечно, в этом плане есть правильно или есть неправильно. Надо только понимать, что это абсолютно искусственная вещь. Вот мы решили, что так правильно, и поэтому теперь все, кто так не делают, они, значит, плохие и плохо выучились. К настоящему натуральному языку, естественному, это не имеет отношения. А что имеет отношение к естественному языку? Но это вот вещи типа такой, как я привела вам в пример в самом начале. Ни один носитель русского языка никогда не скажет «красивая она». Хотя этому-то как раз их никто и не учил. Но это и есть фундаментальная часть русского языка, а может быть и универсальная. Между прочим, это следующий шаг. А только ли русскому языку такое не позволено? Или в принципе универсальному? Ну, видимо, универсальному. Мы уже привели пример такой же с английским языком, да, и так далее. Что местоимение – это такая часть речи. Во-первых, существуют части речи, это универсальная вещь. В них существуют существительные во всех языках. Глаголы есть во всех языках. Причастие не во всех языках. Да? Местоимение во всех языках. И вот во всех этих языках местоимение заменяет номинальную группу. Как вам такое правило? Кто ему учит? Но мы все это знаем, и мы все это делаем. И это и есть настоящий правильный язык. Что такое правильный язык? Это тот, который носитель этого языка никогда не нарушит. А искусственный язык, академический, это, конечно, куча всяких искусственных правил, которые мы себе можем напридумывать, наворотить и так далее. Я вернусь к этой интересной теме чуть-чуть позже. Но вот эта структура, которая детям позволяет впитывать как губкам окружающий вот этот язык и правильно его обработать, процесс такой, да, у них процессинг такой в голове возникает. То есть они его правильно обрабатывают и правильно выдают наружу. Очень временный. И, ну, я примерный возраст назову, вы все знаете, что все, что мы там, скажем, изучаем до 6 лет примерно, становится родным языком. Можно даже больше, чем один. Есть люди, естественно, билингвальные, трилингвальные и так далее. Если, причем, мало того, в пропорциях, если вот он, больше они слышат одного языка, он у них более родной, а меньше, значит, они тоже его хорошо знают, но он чуть менее будет родной и так далее. Тут еще, чтобы я не забыла, надо еще добавить, что такое окружающая среда. И это именно важно для, наверное, вас, для тех, кто доживет вне среды языковой, если мы говорим про русский язык, то есть вы своих детей хотите обучать русскому языку, если да, то, к сожалению, среда – это не только вы. То, что происходит внутри вашего дома, если вы даже все время говорите по-русски, например, это не среда. Среда состоит из многих вещей. Вы дома, друзья их, у которых тоже есть среда, а у ваших детей нет этой, а у них, у друзей ваших детей тоже нет этой среды, они все здесь, да. Школа, безусловно, телевидение, безусловно, улица, безусловно. Это огромная-огромная такая сфера, которая составляет языковую среду. То есть, к сожалению, одних родителей мало. Поэтому дети, которые рождаются в Америке с русским языком, это уже не родной язык, это полуродной язык, это отдельная тема для исследования. Дальше то, что, то есть до 6 лет, в общем-то, родной язык, если есть среда, еще раз повторю. Потом начинается пубертат, который интересно влияет очень на язык, потому что вот это, потом эта структура начинает как бы затвердевать, то есть до где-то 6 лет она полностью гибкая, и все, что вы туда вложите, там останется. Дальше она начинает как бы затвердевать, и этот процесс продолжается в течение всего пубертата, и к концу пубертата заканчивается. То есть все, что мы изучаем после пубертата, это уже иностранный язык. А вот этот пубертат – это длинный довольно такой процесс, и он у всех свой. То есть если вы знаете, там ранние дети, у которых все это раньше происходит, и интересно, есть исследование, что они, соответственно, потом хуже иностранные языки изучают. То есть если двое детей, скажем так, приехали, допустим, в Америку в 12 лет, например, вот. И у одного из них уже пубертат заканчивается, там в 13 уже есть такие, да, дети взрослые сильно, а у другого там до 17, допустим, тоже такое есть. Тот, который до 17, у него акцент в английском будет лучше, и английский язык будет более родным, более, ну, хорошим, скажем так, да, чем тот, у которого пораньше. Ну, вот это такая серая зона, значит, после, грубо говоря, 5-6 и до, вот.
7-8 даже, ну вот мой брат, например, да, уехал в Израиль, когда ему было как раз где-то в районе 7 лет, как раз на этом, и у него иврит совершенно родной язык, но при этом он и русский неплохо знает, но все равно, конечно, русский у него не родной язык. Вот. Теперь подумайте о том, какую революцию это произвело по отношению к тому, что мы только что говорили. Значит, получается, что нет хороших и плохих языков, нет правильных, неправильных языков. Язык нам дан от природы. Он дан нам от природы так же, как способность видеть в цвете, например. Вот сравнивали, допустим, когда эти теории очень бурно обсуждались, сравнивали с тем, что мы не учимся видеть в цвете, мы умеем, у нас есть палочки, колбочки и прочее, мы это умеем. Но, с другой стороны, если лишить нас среды, то мы и видеть не будем, если, не дай бог, представить себе такой кошмарный случай, что какого-то ребенка вырастили в темном чулане условно, а потом в 20 лет выпустили на улицу, да, на свет, он ослепнет, наверное. Он не будет видеть нормально так, как мы. Еще способность, с которой сравнивали, ну, сравнивали, конечно, в таком абстрактном смысле, способность ходить, вот это мне даже больше нравится, способность прямохождения. Мы все знаем, что мы, значит, от природы способны к прямохождению, эволюционно мы так вот развелись. Это, мне очень нравится эта тема, потому что зрение у всех животных так или иначе есть. А вот прямо ходить не все умеют, да, мы все выучили там всю эту эволюцию в школе. Можно и не ходить особо прямо, как мы знаем по обезьянкам и прочее, прочее. А мы вот, значит, начали, и также мы начали в какой-то момент научились языку. В смысле, эволюция таким образом произошла, что у нас появилась вот эта способность. Теперь давайте сравним с детьми, которые рождаются как раз без способности ходить прямо, да. Все вы знаете, лежат, потом ползают, а потом мы их такие за ручку берем, там и это самое, и вот они начинают потихоньку ходить, кто-то раньше, кто-то позже. Мы их учим ходить. А если вы не будете их брать за ручку? А если вы не будете им вот эти вот всякие там приспособления, еще что-то, все равно они пойдут, если это здоровый ребенок, да? Раньше, позже, каждый по-своему, неважно. То есть вот это наше хождение с ними за ручку чисто для нас. Это, чтобы нам было, так сказать, приятнее, что мы что-то полезное для них делаем. У них в природе это заложено. Теперь опять вспомним Виктора Гюго с его там компрочекосами. Помните такое? Вот кошмарные всякие вещи, как там детей выращивали в клетках и делали из них каких-то там, значит, для цирка уродов и так далее, и так далее. Да, если вырастить ребенка в клетке, он прямо ходить не будет. То есть язык в этом плане, это, в принципе, довольно похожая тема. Ну и дальше есть следующий шаг, это сказать, что стандартный академический язык, он ничем не лучше и не хуже, чем диалекты, чем, так сказать, уличный язык и так далее. Это просто наш способ отделять, грубо говоря, своих от чужих, там, социальные касты, опять же, мы все, как это, кстати, любовь к социальным кастам, она не исключена, что тоже в нас природно заложена, потому что мы уже в 22 веке, а все пытаемся в 21, а все пытаемся и пытаемся. Все на касты разделить, нам так спокойнее, что вот тут есть, значит, свои люди, а там есть не свои люди. Вот. Это точно в нас заложена способность. И вот язык, в частности, академический, это просто наш такой способ отделять своих от чужих. С точки зрения лингвиста ничем не лучше, не хуже, потому что диалекты подчиняются тем же естественным правилам, что и любой настоящий язык. Вернемся к афроамериканскому английскому. Это он предмет, так сказать, долгого изучения лингвистов, естественно, американских. И до сих пор спорят, это диалект или это креольский язык. Мы сейчас поговорим про то, что такое креольские языки. И если диалект, то какого языка даже? Да, казалось бы, только что мы еще вот буквально 50 лет назад говорили, что это вообще какой-то непонятный сленг каких-то необразованных людей, которые там просто не научились нормально разговаривать. А сегодня мы уже обсуждаем это диалект западноафриканских языков или карибских языков, потому что в афроамериканском диалекте есть, это база какая-то есть английского, но очень много есть черт из карибских и западноафриканских языков, потому что эти черты все туда привносились, и креольские на него влияли. Вот так мы уже далеко ушли, да, в смысле лингвистики. И вот вместо лучше и хуже язык предлагается другое понятие – grammatical и ungrammatical features. Ну, по-русски я не уверена, на самом деле, как это называется, но я перевела это как грамматические и внеграмматические. Вместо того, чтобы не грамматические, да, внеграмматические. Ну, думаю, что это понятно такое. Вот. Так вот,
вот эти ungrammatical, внеграмматические конструкции, это то, что ни один носитель языка использовать не станет. Уже мы про красивое она сказали. Вот это действительно неправильно. Наш настоящий правильный язык не предполагает таких конструкций. А все, что мы как носители языка говорим, то и правильно. Изучение иностранного языка совершенно другая вещь. То есть, естественно, в иностранном языке мы делаем ошибки, которые носители языка никогда не сделают. Вот. Таким образом, у меня есть всякие разные примеры и из английского, и из русского. Ну, давайте я приведу пример из русского, просто чтобы это было более, так сказать, интересно. Что мы такое знаем в русском языке, что вы все такие, ну, это ошибка, это вообще неправильно. Какой-нибудь приходит что-нибудь такое в голову вам? Не с глаголами пишется раздельно. Да, то, что пишется, это вообще никакого значения не имеет. Вот все письменная речь – это вообще абсолютно искусственный конструкт, и мы прекрасно знаем, что тысячелетия существовал язык до того, как появилась письменность. Соответственно, язык – это не равен письменности. Да, письменность делает все гораздо более удобным и полезным, и мы им пользуемся, но письменность, в принципе, это просто, так сказать, обертка на языке, это не сам язык. А вот именно в языке. И потом, если даже не с глаголом пишется отдельно, а зато не с депричастиями там тоже пишется отдельно, а вот не спеша пишется там или что-то там, не глядя пишется слитно, потому что еще что-то там такое. Это все вообще не имеет никакого значения. Вот. Ну, например, ложить. И все такие сразу, вы тут такие упали, да, все, у вас сразу уши завяли, потому что мы все знаем, что ложить это страшно неправильно. А почему это неправильно? Ну, давайте посмотрим. Почему именно ложить так неправильно? Что правильно? Класть. Класть, допустим, класть и, например, ставить. Оба правильно. Теперь, у нас есть по два, вы знаете, да, по два вида глагола. Совершенного и несовершенного вида. Ставить, поставить. Ну, как все глаголы в русском языке устроены. Писать, написать, читать, прочитать, ставить, поставить, да? Класть. Что-то тут тоже не получается, да, как-то не покласть тоже у нас не очень. Вот. Потому что это глагол исключения на самом деле. У нас все глаголы из несовершенного в совершенный вид, не все, но большинство с приставками. Можно с суффиксами, можно с приставками. Ну вот это приставочный глагол. Значит, ставить, поставить нормально. Положить тоже нормально, как и поставить. У нас приставка. Мы же все знаем, что это приставка, да, это же не часть самого слова. Но ложить нельзя, у нас другой корень есть для этого. Есть 3-4 буквально глагола в русском языке, для которых для двух разных видов два разных корня. Брать, взять, например. Но там нет путаницы, потому что там приставок нет. Мы просто знаем, что это два разных слова и все. Брать и взять. Если бы там было побрать какой-нибудь, мы точно так же ошибались. Вот. А тут, значит, положить это совершенный вид, убрали приставку, не получается. А что, собственно, оно не должно получаться? Ну вот 60% населения решили, пусть получается. Что они сделали? Они следуют правилу, нашему глубинному правилу русского языка, которое работает для всех глаголов. Совершенно несовершенный вид, несовершенный ставить и ложить, а совершенный поставить и положить. А что нет-то? Это же правила такие у нас. То есть, понимаете, даже эти ошибки, от которых мы все с детства привыкли, вот этому нас как раз учили, что это фи, да, и сразу отличает своих от чужих. А с точки зрения лингвиста, на самом деле, это жутко интересная вещь, потому что люди создают правила. Вообще большая часть таких вот ошибок, не настоящих, искусственных ошибок в языке, а это потому что люди пытаются следовать правилам. И в английском языке все то же самое. Люди пытаются создать правила. Хорошо, а теперь, то есть это пример искусственной ошибки. И таких вещей куча. Все эти кофе мужского рода, который единственный в языке мужского рода, поэтому он выжил 100 лет непонятно как, но уже все, уже на последнем издыхании. Вот, и, естественно, мы, которых с детства, так сказать, вот это все закомпрочекосили, да, что вот нельзя говорить кофе среднего рода, а то ты сразу какой-то там все на лавочке сидишь, семечки лузгаешь. Мы последнее поколение, вот мы сейчас вымрем, и уже все забудут, и прекрасно русский язык без нас справится, без этого всего. Вот. А вот без чего русский язык не справится?
Ну, давайте посмотрим. Хорошо, сейчас я приведу такой пример. Пример настоящей ошибки. Настоящей, которая идет против, супротив, так сказать, всех правил языка. Я хочу положить книгу на полку. Нормально. С тем же самым положить, да? Я взяла положить для того, чтобы вы поняли, что такое настоящая ошибка, а не вот эти все игрушки вложить, не класть и прочее. Я хочу положить книгу на полку. А почему... Знаете, что такое инфинитив? Все знают, что такое инфинитив. Положить – это инфинитив. А почему нельзя? Хочу не инфинитив, да, я хочу. А почему не я хочу положу книгу на полку? Объясните мне это правило. Кто-нибудь из вас так скажет? Ребенок ваш так скажет? А кто вас этому научил, что так нельзя говорить? А что, в школе этому учили? Нет. Было правило такое? Нет. В детстве вам родители? Нет. Вы сами не знаете, как же вы это детям расскажете? А потому что это идет против глубинной структуры языка, потому что правило очень простое. После одного глагола склоняем его в следующий глагол всегда инфинитив. Всегда. Я люблю ходить куда-то, я хочу положить на полку. Всегда второй глагол инфинитив. Простейшее правило. Вы мне его сейчас за сколько минут? Образованные люди с высшим образованием. Придумали? Не придумали. Потому что это не важно, потому что это идет против основных правил. Это и есть правильный язык. И ни один человек, никто там с семечками на скамейке никогда так не скажет. И вот это и есть правильный язык. И в английском, естественно, есть все то же самое. Ошибки, которые считаются каким-то диалектом, сленгом, на самом деле не ошибки, а с точки зрения лингвистики, а есть вещи академические, которые там, да, понятно. Вот. Дальше. Еще более есть интересные смешные примеры, более глубокие. Это был простой пример, вот прям на него есть простой ответ. А есть такие структуры, на которые простого ответа нет, а мы все равно не ошибаемся. У меня даже нет ответа, а мы все равно не ошибаемся. Вот, например, я пришла к нему пьяной. Кто тут пьяный? Очевидно, я. Почему? Я пришла к маме пьяной. Кто тут пьяный? Ну, говорите. Все равно ты. Все равно я, да? Ну, мы не сомневаемся. Я пришла к маме пьяной, это означает, что я пьяная. Тут нет двойных прочтений. Теперь. Я увидела маму пьяной. Кто тут пьяный? Мама. А откуда вы знаете, что мама? Только что ж я была пьяная. Давайте посмотрим на этот слайд. Сверху у нас примеры, которые мы уже обсудили. Ставить, поставить, да, вот они. Ложить, положить. Откуда это положить взялось, да, потому что класть. Вот пример. Я хочу, положу книгу на полку. Обратите внимание на звездочку здесь. Эти звездочки, видите, что означают, когда в лингвистических статьях и текстах обычно такой звездочкой обозначается неграмматическое предложение, то есть неправильное с точки зрения именно структуры языка, вот то, о чем мы с вами говорили. Я хочу, положу книгу на полку. Правильно, конечно, хочу положить, потому что после одного глагола второй инфинитив. А теперь посмотрим на наши пьяные предложения, пьяные примеры. Смотрите, он пришел сюда пьяным. Это нормальное, естественно, предложение. Я увидела его пьяным. Значит, тут он был пьяный, тут все равно он пьяный. Да? Я увидела его пьяным. А теперь посмотрите на вот эти два предложения, которые, очевидно, неправильные. Я дала ему книгу пьяным. Нам все равно понятно, что это он пьяный, но такая структура этого предложения неправильная, мы так никогда не скажем. Или я помогла ему пьяным. Тоже мы так не скажем, хотя понятно, о чем это предложение, но оно нарушает какую-то глубинную структуру. Какую структуру оно нарушает? Мы на самом деле не совсем уверены. Я вам не могу простой ответ на этот вопрос дать, так как я вам дала простой ответ на вопрос с инфинитивами. Простого ответа здесь нет. И лингвисты изучают уже пару десятков лет точно
если не больше, изучают вот именно эту структуру. Лингвисты, которые занимаются синтаксисом, и в частности синтаксисом русского языка, задаются вопросом, а почему? Видите, что у них общего на самом деле? Здесь везде творительный падеж. Вот это пьяным, да, это творительный падеж, естественно. И он употребляется иногда в таких конструкциях и не употребляется, соответственно, в таких конструкциях, которые мы объяснить не можем, даже как лингвисты, почему одно правильно, другое нет. И есть всякие теории на эту тему, лингвисты об этом спорят, но одного однозначного ответа нет. Посмотрите еще на следующий, тоже творительный падеж, примеры. Рассказ получился длинным, совершенно нормальное предложение с творительным падежом. Поезд пришел длинным, мы так никогда не скажем. Это неправильное предложение, тут что-то не так, хотя творительный падеж, все нормально. Но посмотрите следующее. Поезд пришел переполненным, а вот это нормально. То есть получается, что поезд пришел переполненным. Это нормальное предложение с творительным падежом, а поезд пришел длинным, почему-то ненормальное предложение, тоже с творительным падежом, хотя по структуре они абсолютно нормальные, абсолютно одинаковые в смысле. И здесь вопрос, почему это интересные примеры. Они интересны именно потому, что у нас нет на них ответа, да, хотя мы все абсолютно, как носители русского языка, никогда не ошибаясь, совершенно точно знаем, что одно из этих предложений мы можем говорить, а другое не можем. И вот этот факт, что мы не знаем сами, но при этом почему, да, мы не можем ответить на вопрос «почему», и даже лингвисты не всегда могут ответить на вопрос «почему», но при этом абсолютно все мы говорим правильно. Это одно из свидетельств как раз той теории, да, что мы язык знаем подсознательно, мы ему не учимся, мы не учим этому языку детей, мы не изучаем в школах эти правила. Естественно, никто нас не учил вот этим предложениям, но тем не менее мы все знаем, что так правильно, а что так неправильно. И это и есть настоящее правильно или неправильно в языке. Для того, чтобы ответить на вопрос, что же такое эти структуры, существуют синтаксические деревья, и это тоже то, что пришло к нам из грамматики Хомского. Примеры деревьев. Я переделала сейчас вот их по-русски. Смотрите, ну вот простые примеры. Это предложение, это номинальная группа, то есть все, что идет с существительным. Это глагольная группа, verb, да, phrase, то, что идет с глаголом. Вот именная группа, глагольная группа, а дальше уже идет само. То есть вот предложение «мама мыла рану», мы знаем вот такое предложение. Но на самом деле это предложение гораздо более сложное. Язык нелинейный, язык иерархичный. Это одно из главных, так сказать, выводов из того, как лингвистика изучала язык за последние там 70 лет. Язык иерархичен, то есть в нем лежат, под ним лежат структуры. Вот сверху мы видим это предложение, а на самом деле оно идет вот таким образом. Мама – это именная группа, и вот глагольная группа, что она там мыла. Это простое предложение. Когда начинаются более сложные предложения, это все усложняется и усложняется. Таким образом, если мы вернемся к нашим местоимениям, которые заменяют существительное, она мыла раму, то сразу становится гораздо более понятно, о чем мы говорили, потому что местоимение в настоящем лингвистике – это часть речи, которая заменяет всю вот эту часть ветки. И тогда сразу понятно, почему нельзя сказать красивая она. Потому что не вот эту часть заменяет, а вот эту часть. Откуда мы это знаем все? Мы дерево первый раз в жизни увидели. В каком возрасте? Потому что у нас в голове это встроено. Ну и вот смешные примеры. Я поймала кота в перчатках. Кто у нас в перчатках-то? Откуда мы знаем, кто в перчатках? А мы знаем, потому что у нас в голове не вот это предложение на самом-то деле, в мозгу у нас, а вот эта структура. У нас в мозгу есть эта структура, которая автоматом расшифровывает все предложения. И таким образом, если я в перчатках поймала кота, то это одно дело. А если я поймала и кот в перчатках, то вот другое дело. Мы можем предложение это понять и так, и так. Но мы точно знаем каждый раз, как мы поняли это предложение. Откуда мы это знаем? Потому что у нас в голове есть вот эта структура, которая работает без всякого нашего сознания о том, как она работает.
чтобы было еще более понятно, вот я сделала, видите, смотрите, вот кот в сапогах, а я в перчатках. Это я. Есть такой сайт, который строит деревья, ну, в смысле, помогает строить деревья. Я этим не занималась много-много-много лет. А сейчас уже такие сайты есть, то мы вручную все это рисовали 30-20 лет назад. Вот, и я с удовольствием вот этим всем разобралась, спасибо этой лекции. Как делать такие деревья уже сейчас онлайн. Дальше. Кстати, прежде чем перейти к этой самой интересной части, к доказательной, так сказать, части, и доказательная часть будет неожиданной немножко. На одной из лекций, на которых я присутствовала у Хомского, обсуждался вопрос, для чего вообще нужен язык. Для чего вообще нам нужен язык? Ну, мы знаем, что он возник там 150 тысяч лет назад где-то там, да. Мы не знаем как, мы не знаем почему. Мы знаем, что еще присутствовали неандертальцы и прочие там народные, эти народности, они не народности, а как это они называются, да, люди прочие, которые потом вымерли. Есть теория о том, что язык, который возник у нас, но не возник у них, например, сыграл одну из ключевых ролей в том, что они вымерли, потому что соревноваться с видом, у которого появился язык, было невозможно просто. Это был огромный эволюционный скачок. Но зачем и как он возник? И вот тысячелетиями никто не задавался этим вопросом, но когда начали задаваться этим вопросом десятками, сотнями лет, то ответ на это очевидный для диалога, да, то есть нам надо для коммуникации, нам нужно общаться, для этого возник язык, ну это очевидный ответ. А тут вот уже совсем сильно пожилой Наум Хомский на одной из своих там лекций, более-менее последних на эту тему, сказал вдруг, что теперь у него такие на старости лет есть мысли другие, что может быть, ну, язык возник как средство внутреннего монолога, как средство общения с самим собой. У нас стало столько, мне это так понравилось. Я думаю, что это не, часть только истин, даже если это так, то все равно, естественно, коммуникация с другими людьми это все-таки наверняка основной мотив. Но мне это очень понравилось, потому что вопрос, как мы вообще думаем ли мы на языке, на этот вопрос нет ответа до сих пор. Тоже, казалось бы, такой, вот как мы думаем. Все скажут, ну как, ну на языке, на русском я думаю, ну ладно, там на английском я... Совсем не обязательно, мы можем думать на языке, если нам это нужно. Но нет, очевидно, мы как-то думали до возникновения языка, во-первых. Во-вторых, очень часто мы не можем выразить, что мы думаем. Мы все знаем, что я вот хочу что-то сказать, но не совсем получается выразить свою мысль. А на чем же тогда мысль была, если мы ее не можем выразить? И вот это внутренний монолог, у нас стало в голове столько всего, как у вида животных, да, у нас слишком много стало всего в голове, информации и мыслей, всего, что понадобилось нечто, чтобы это структурировать для самих себя. И вот, может быть, это и было языком. Это очень хорошая, интересная мысль, которая мне понравилась. Дальше. Это такое было отклонение на секундочку. Как же мы доказываем? Ну вот если бы вы были, спасибо, вы очень заинтересованная группа, я вижу, поэтому я люблю видеть лица на экранах, потому что я вижу и улыбки, и заинтересованности, как брови поднимаются. А вот если бы вы были более критичной, так сказать, группой, то вы бы сейчас начали, ну как же, ну мы же детей там все-таки учим, или, ну что значит, ну мы же из контекста должны там понимать, что это обычные возражения, которые преследовали, конечно же, эту теорию все время ее создания, особенно в начале, представьте, себе в 50-е, опять же, вышел вот Хомский, написал эту статью, и тут все, что было до этого, все это правильно, неправильно, вот это все, оно рухнуло в один момент, да, получается. И вообще он сказал, ничему вы своих детей не учите. Представляете, это такой средний класс американский, да, такой белый, который вдруг выяснил, что они вообще тут ни при чем. А это же фундаментально. Язык вообще очень фундаментальная вещь. Ладно, там одежда правильная, еще что-то, а язык это вообще такой фундаментальный. И, конечно, было очень много возражений. Многие возражения были вполне логичные. Но дальше началось интересное. Эту всю ситуацию описал и придумал, как доказать что-то с языком, в смысле поставить настоящий научный эксперимент, практически невозможно. Как вы будете эксперимент ставить? Вы же не можете взять ребенка, вырастить его где-то в лесу и ставить на нем эксперименты языковые. То есть мы все одинаковые. Ну, там кого-то нашли, какого-то Маугли где-то, но это недостаточно для того, чтобы... То есть мы не можем ставить языковых экспериментов
в плане освоения языка. Уже на взрослых людях, да, мы можем опросы всякие делать, и делаются они. Вот эти «пьяная мама» – это известные, так сказать, предложения про «я пьяный, тебе пьяный», когда опрашивались огромное количество носителей языка для всяких таких вещей, и чтобы точно быть уверенным, что это воспринимается предложение одинаково разными носителями языка и так далее. Но то, как дети учат язык, мы не можем поставить такой эксперимент. И вот лингвист такой был, Дерек Бикертон его звали, неважно, фамилию я просто назвала на всякий случай, чтобы вы знали, про кого читать, если вас это заинтересует. Он сделал такое утверждение, что существование креольских языков иллюстрирует естественное происхождение языков в принципе, врожденное происхождение, и что по ним возможно увидеть эту самую универсальность грамматики. Вот вы сделали такую теорию, да, а дальше как вы ее проверяете? Окей, вот он сказал, есть такие креольские языки. Что такое креольские языки? Ну, начнем, классический пример Гавайи. 100 лет назад, неважно, там я не помню сейчас точные даты, когда все это самое происходило и изучалось, Гавайи были таким сборной солянкой, такой плавильный котел, туда попривозили со всего мира рабов и рабочих, ну то есть 100-150, там, когда это было лет назад. Привозили туда рабов и рабочих наемных из Азии, из Португалии, из Пуэрто-Рико и так далее. Более того, есть такая теория, что рабовладельцы и вот эти всякие, ну, кто там нанимал рабочих, они специально смешивали рабочих с разными родными языками, потому что помнили библейскую историю про Вавилонскую башню поучительную, чтобы, так сказать, против них труднее было восставать, да, что они специально смешивали языки. И вот приехали все эти люди, они там жили и работали, им надо было между собой общаться. Как они между собой общались? Ну, мы легко можем это себе представить, мы на Брайтон можем поехать и представить себе примерно, как, значит, люди общаются, да. Я твоя не понимаю, ты здесь ставь туда и так далее. Взрослые люди с разными языками, они быстренько там какие-то слова из общих языков нашли, и вот этими словами абсолютно неправильно, естественно, с точки зрения родных языков, оперировали. Вы знаете, как называется язык, который вот возникает, ну, как вот такое смешение языков взрослыми людьми? Кто-нибудь знает такое название? Не слышали? Pidgin. Если вы слышали, что такое pidgin language, это и есть вот этот язык, который возникает, когда взрослые люди из разных языков смешивают языки и как-то там общаются. Ну, обычная ситуация. Но что произошло дальше? Дальше у этих людей родились дети. И эти дети, их input, помните это слово input в начале, да? Их input был вот этот самый pidgin. Ну да, дома они там с мамой и с папой говорили по-португальски, а те говорили по-английски, а эти говорили по-филиппински. Но, как я вам сказала, среда – это не то, что дома происходит. Да? Среда – это то, что происходит везде вокруг, а везде вокруг происходил вот этот пиджин. И дальше эти дети начали из этого пиджина создавать язык. То, на чем говорили эти дети, отличалось от этого пиджина. Чем отличалось? Возникновением структуры, возникновением вот этих самых синтаксических деревьев, строгой грамматикой, да, то, что мы называем в простом языке грамматикой, стандартизированный порядок слов возник. Про порядок слов я тоже хочу поговорить немножко, если будет время, это тоже важная вещь. И вот этот язык, который создают дети на основе пиджина, называется как? Креольский. Да, вот креольские языки – это языки, которые возникли на основании пиджина. И таких ситуаций в истории было много. На Гаити такая же была история, похожая очень. Смесь английского, французского, там и, по-моему, еще каких-то наверняка там местных карибских диалектов, и возник креольский, гаитянский язык. Значит, Бикертон, вот этот самый ученый, мало того, что он эту ситуацию предсказал, он утверждал, что креольские языки на основе смеси разных языков имеют похожие между собой базовые грамматические структуры. Креольский на Гавайях, креольский на Гаити, креольский где-то там еще в Азии, где-то в Африке, где там создавались возникали эти креольские языки, вернее, они между собой похожи, потому что они созданы с чистого листа детскими мозгами
а не на основе сложных языков родителей, поскольку наши языки, существующие старые языки, они же претерпевают какие-то изменения в течение веков, и эти изменения и естественные, в сторону упрощения идущие, все языки пытаются упроститься, поэтому кофе станет среднего рода скоро и так далее, то есть стандартизироваться, а одновременно они усложняются, поскольку мы придумываем всякие академические правила, накручиваем, поскольку возникает сленг у нас, поскольку заимствования идут из других языков. То есть языки все время проходят такую эволюцию. С одной стороны в сторону упрощения, с другой стороны в сторону усложнения. И поэтому их изучать как чистые примеры чистого языка нельзя на самом деле, да? А вот тут возникал настоящий чистый язык. Лексика, да, была из этих всех разных языков, но это не важно. На нее тут же накручивалась вся новая грамматическая структура, которая была таким вот прямо такой матрицей. И еще больше, он говорил, что в этих креольских языках присутствуют ошибки, через которые проходят все дети в своих родных языках других. Вот эти ваши ошибки, которые ваши дети совершают в свои 3-4 года в языке, это просто способ, это не ошибки, это способ осознания структур. Потом уже оказывается, ну да, конечно, природа нам говорит, что надо так, а нам на каблуках приходится ходить, да, хотя это природа не предусмотрела. Вот то же самое в языке происходит, а потом оказывается, что не, ну в этом языке там еще каблуки всякие есть и так далее. Приходится этого внимать. Но изначально-то они пытаются эту структуру натуральную продумать и придумать, дети, да. Так вот в этих языках оно так все и стало, да, то есть то, что считается ошибками у нас, вот. Например, когда дети в этом языке говорят nobody don't likes me, например, это прекрасное грамматическое предложение. Это мы решили почему-то, что нельзя, что это s должна быть только в одной из 6 форм, или что nobody don't почему-то в английском нельзя, хотя во французском, русском и других языках прекрасно можно. Вот. И эти предложения, они правильные в креольском языке. Дальше. Тут вы все-таки, будучи, опять же, критично настроенными и скептически, скажем так, настроены, все-таки мне еще не совсем верите, все-таки, ну, как-то вот слишком оно все красиво выглядит, а поскольку нельзя, опять же, создать научные эксперименты, то доказать, опять же, все эти теории довольно сложно. И тут, если бы у вас возникло такое возражение, да, возникает еще более интересно, потому что обычно возражают в плане того, что нет, ну все-таки дети же, вот мы все-таки учим чему-то. Вот это очень трудно, эту идею отпустить, что все-таки ничего на детей не влияет, кроме их собственной головы, да. Тут возникает совершенно прекрасный мой любимый пример, еще более интересный. Страна Никарагуа, в стране это не имеет отношения, так просто случилось, что именно в Никарагуа произошла такая вот тема. И языки, значит, креольские и пиджины – это одна страшно интересная основа, на которой можно изучать язык с неконвенциальной точки зрения, да, потому что, естественно, это такой природный эксперимент, как бы. А второе – это языки глухих. И это такая очень-очень большая тема для изучения в лингвистике, потому что если вот ну вот знаете, как генетики страшно любят ашкеназских евреев и изучать на них всякую генетику, потому что это такая искусственно изолированная как бы группа, в которой возникли всякие эти мутации, болезни и прочие вещи, которые, опять же, это похожая ситуация, потому что искусственно нельзя вывести людей, чтобы на них что-то изучать. А вот возникли такие народности, вот в частности на Западе это в основном Ашкенази, в которых очень интересно изучать всякие мутации. И вот есть такие природные эксперименты. Вот креольские языки – это один природный эксперимент, а языки глухих – это другой такой природный эксперимент, потому что, во-первых, не называйте их глухонемыми, хочу вам дать совет, потому что это такое было советское слово, на самом деле довольно оскорбительное, потому что они, конечно же, не немые, они просто неслышащие или слабослышащие, отнюдь не немые, у них прекрасно есть язык. И более того, этот язык ничем не отличается от нашего языка по тому, какой он настоящий. С синтаксическими структурами, с морфологией, ну, понятное дело, с семантикой. Когда я говорю морфология, я имею в виду, что у них есть окончания, и приставки, и суффиксы в языке жестов. Более того, сейчас вам еще такую вещь скажу, мозговзрывательную. У них есть фонетика. Вот, казалось бы, одно, чего у них не должно быть.
да, звуков нет. Но они есть. И я сейчас не имею в виду голосовые звуки, они делают голосовые звуки, которые тоже участвуют в языке. Вот есть у них звуки такие, например, вот этот выход воздуха, который чувствую, это тоже часть фонетики. Но я даже сейчас не об этом говорю, я говорю о том, что у них есть так называемый квадрат фонетический, все жесты происходят внутри этого квадрата. И этот квадрат – это нормальный звуковой как бы диапазон. А если им нужно кричать, то что они делают? Они выходят за пределы этого квадрата. Люди, которые никогда не слышали звуков и не знают, что такое крик, да, у них есть этот механизм. Сейчас я еще более интересную вещь скажу. Вы знаете, когда вот мы разговариваем с иностранцами с акцентом, это очень такая известная, изученная вещь в любом языке. Вот с нами разговаривает человек с сильным акцентом, там, с ошибками в русском. Иностранец в русском, например, да? Что мы делаем автоматически, когда мы с ним пытаемся разговаривать? Знаете, что люди делают? Подсознательно совершенно. Говорим медленнее. Это Или было бы громче, логично. или громче. Логично было бы говорить медленнее, да? Но мы говорим громче, а это вообще абсолютно нелогичная штука, потому что это не потому, что он нас плохо слышит, он нас не понимает, да, а потому что, значит, он плохо язык знает, и надо бы медленнее говорить. Медленнее мы редко говорим, а вот громче мы говорим почти всегда. Это такая известная пацанная вещь. Дальше. Люди с языком жестов, глухие, когда к ним есть язык глухих, как иностранный. Если я сейчас начинаю изучать язык глухих, этот язык для меня будет иностранным. Они, глухие люди, с которыми я попытаюсь разговаривать на языке жестов, я буду разговаривать с акцентом, с ошибками и прочее, да? То есть я для них вот этот самый иностранец. Знаете, что они начинают делать в ответ? Выходить из квадрата? Выходить из квадрата, они начинают говорить громче, хотя это только мешает, естественно, разговору, они помогают. То есть тот же самый механизм, совершенно неосознанный. Что говорит еще раз о том, что мы все устроены одинаково. И этот не просто устроен одинаково, а языковой механизм в нашей голове устроен одинаково. Вот. Окей, дальше. Возвращаемся к Никарагуа и к глухим. Почему это такая интересная тема? В 80-е годы 20 века в Никарагуа, как мы знаем, к власти пришли коммунисты-сандинисты и устроили там реформу образовательной системы. Почему нам это интересно? В любой стране есть определенный процент глухих людей. Обычно в западных странах и у нас есть, вы знаете, школы для глухих, сообщества глухих там, и так далее, и так далее. То есть этой темой осознанно занимаются и там им помогают. Раньше помогали плохо, как в Советском Союзе, заставляли разговаривать, пытаться учиться вместо того, чтобы, наоборот, с языком жестов работать. Но как-то все-таки были эти сообщества и было понимание, так сказать, того, что надо как-то с ними им помогать. А Никарагуа была очень бедная страна, разобщенная, очень деревенская, и там не было никакого сообщества глухих. То есть там в разных деревнях, на какую-то деревню, там 1-2, сколько там процент глухих по населению обычно бывает, да, или в результате болезни, или врожденная глухота, родились какие-то дети там, они никак между собой были не связаны, с ними как-то пытались там общаться, их пытались, да, в общем, вот такое вот. Ничего с ними не делали, это просто были, грубо говоря, инвалиды. И тут пришли сандинисты со своей реформой образовательной системы. И в числе прочих школ они создали первые школы для глухих. Они со всей страны свезли туда глухих детей и стали с ними заниматься. Но эти дети были подростками уже, они уже были постарше, маленьких детей никто туда не отпускал бы. И поэтому свезли уже детей, которые были фактически без языка. Понятно, да, то есть дети, которые выросли глухими в обществе, которых ничему не учили, они, понятие о языке у них было слабое. И в этих школах их пытались научить читать по губам, то есть это то же самое, что делали вот и в Советском Союзе, и во всяких таких обществах, где не было еще понимания того, как на самом деле нужно поступать в таких ситуациях. Читать по губам, если учить только этому, это довольно плохо работает, потому что языку они не учатся. То есть, грубо говоря, что делали в таких обществах и в Советском Союзе с глухими людьми? Пытались сделать их удобными для нас. То есть пытались сделать их удобными для общества, а не помочь им как бы интегрироваться, да, потому что если им помогать, то это мы должны тоже вложить какое-то усилие, естественно, мы не хотели. Вот, их учили читать по губам и так далее, но
Это же дети. Они там жили как в интернате. В свободное от учебы время что они делали? Они друг с другом пытались общаться, играть в игры и прочее, прочее. У них не было общего языка, напоминаю. Да, они там в каждой в своей деревне что-то там пытались жестами общаться с родителями. И тут они начали эти жесты смешивать и пытаться друг с другом общаться с жестами. И что у нас возникло? Креоль? Еще нет. Пиджин. Это Пиджин. пидж. Возник пиджин из языка жестов. Это уже были не совсем дети, правильно? То есть это уже готовые были какие-то жесты. Они там как-то друг друга учили этим жестам, как-то общались, игрались и так далее. Это были ломаные жесты, они не имели еще черт настоящего языка, часто это просто пантомима, и, кстати, очень важно отличать жесты пантомимы, мы все пользуемся жестами, вот я сижу, все время жестикулирую руками, просто жесты, от языка жестов, от языка глухих это абсолютно разные вещи. Это, кстати, принципиальный момент. У нас у всех есть, например, жест «ты». Ну, мы, если там в тишине нельзя разговаривать, там показать, да, «ты» мы можем, понятно, что это жест «ты». Так вот этот жест «ты», он отличается от местоимения. Мы знаем уже, что «ты» – это местоимение, заменяющее номинальную группу, да, в языке жестов. Он на поверхности может выглядеть похоже, но у него есть грамматика, потому что ты вот так, допустим, и ты вот так, я придумываю сейчас, и ты вот так, это разные формы, ты, тебя, например, и так далее, и так далее. У него может быть грамматика, у него может быть своя морфология, может быть свой синтаксис, куда его можно или нельзя ставить в предложении, например, и так далее, и так далее. Поэтому язык жестов – это не язык жестов, это не пантомима, это настоящий язык. Так вот, эти, значит, подростки общаются на пиджине, на жестовом. И дальше, поскольку все это хорошо работало и так далее, к ним начали привозить маленьких детей. Не их детей, конечно, но детей уже помладше, которых доверили этому интернату. Все это годами длилось. И этим до 5 лет, эти маленькие дети до 5 лет видели весь этот пиджин. Дальше понятно, что произошло, они его обработали, и тут появился новый язык, который, естественно, это уже креольский язык, который называется сейчас Nicaragua Sign Language, который является естественным натуральным языком со своей грамматикой, со своей структурой, со своим синтаксисом и так далее. Вдумайтесь в эту ситуацию. Секунда на осознание, да? Эта история, представляете, такие дети маленькие пришли, увидели все вот это вот и создали язык, который можно изучить и написать набор правил. Мы можем написать набор правил этого языка. Более того, этот язык очень элегантный и очень компактный, потому что он с нуля. Гораздо элегантнее и компактнее, чем другие языки жестов в других странах, которые имеют большую историю, там, в которые вмешивались, так сказать, жесты, вмешивались образовательные системы и так далее, и так далее. Что произошло дальше? Следующая, так сказать, мозговзрывательная ступень этой истории. Дети подросли чуть-чуть. И старшие дети, подростки, на основе которых, пиджина которых все это возникло, перестали их понимать. Потому что они не знают этого языка, который сделали эти дети. Дети сделали язык. Их никто не учил, никто не объяснял. Они сделали язык. И этот язык самостандартизировался. Все наши усилия по академиям, по грамматикам, по словарям и по прочим вещам, в которые мы веками вкладываем столько усилий и считаем, что мы такие умные, так вот эти дети до 5 лет, они сами создали грамматику, стандартизированную, как Бикертон и предсказывал изначально. Мы начали с того, что когда он начал описывать креольские языки, он сказал, что если бы была такая ситуация, которую невозможно создать искусственно, то так было бы. И так произошло, когда эту ситуацию нашли. Язык родился на наших глазах, они на нем шутят, они на нем рассказывают стихи. Еще раз думайтесь, язык жестов глухих детей, которые ничего, кроме вот этого вот абракадабры, этой подростков не видели. Пишут стихи
и, ну, так сказать, пересказывают сюрреалистические фильмы и все, что идет в любом нормальном языке, на этом языке. Вот, этот язык начал эволюционировать и меняться, потому что потом больше и больше детей начали привозить в эти школы, то есть там уже начался процесс эволюции языка, то есть этот язык уже, так сказать, язык целой коммуны, целого сообщества. Больше того, известны случаи, когда у двух глухих родителей, которые выучили язык глухих взрослыми, а таких историй очень много, потому что очень много детей живут и глухих изолированно, не ходят в школы, где преподают sign language, да, вот этот язык глухих, их пытаются интегрировать в обычные школы, чтобы они там по губам читали, еще что-то, то есть у них своего языка нет. Но когда они встречаются с другими глухими, допустим, создают семьи, да, они между собой общаются. Это тот же самый пиджин на уровне одной пары. Они как-то там общаются. У них рождаются дети, которые на основе вот этого создают свой язык, который родители перестают понимать. Это такой, знаете, это reverse engineering такой, обратная разработка такая, в общем-то, которую дети совершают до возраста 5 лет. Еще раз, вот вы все знаете, что дети умеют делать и не умеют. Они там штаны надевать не всегда еще умеют по-человечески. То есть это все, я надеюсь, что для вас это явилось доказательством все-таки каким-то того, что все-таки существует что-то такое, что язык у нас все-таки природная данность, и что мы не учимся ему в том смысле, в котором мы все это думали. Да? Понятно, что, естественно, мы можем учиться академическому языку, понятно, что мы можем изучать язык как структуру, но то средство общения, которое мы все используем, это совершенно врожденная вещь. Еще последняя мысль на эту тему, опять же, если кого-то не совсем это убедило, подумайте о том, что, да, безусловно, ребенку нужен input, нужна среда, иначе не будет, не из чего будет создавать. Структура есть, а что туда наливать, да, так сказать, какой гипс туда наливать или что, этого не будет просто. Кроме того, есть эксперименты очень интересные, в какой последовательности дети что учат, и действительно эта последовательность в принципе похожа, грубо говоря, между разными языками. Самая первая вещь, которая является самой родной, возникает самая первая, и в иностранном языке ее труднее, наверное, всего до конца освоить, как ни странно, это интонация. Вот интонация родного языка, это такая вещь, по которой мы, даже если человек без ошибок разговаривает, мы все равно всегда знаем, что это иностранец. Вот я по роду своей деятельности сталкиваюсь с очень многими людьми, которые прекрасно говорят по-русски, так что ну просто в первые 2 минуты, 3 минуты ты даже можешь не понять, что человек, у него не родной язык, американцы. Я знаю одного, у меня есть друг датчанин, который выучил русский язык просто потрясающе. Он писал, я сначала читала, как он писал, я не знала, что это не... Потому как он писал, я не знала, что он не русскоязычный. Вот. Прекрасно разговаривает со сленгом, со всякими там шутками. И все равно мы знаем. В какой-то момент мы все равно чувствуем, а что мы чувствуем, мы не можем это описать. Это тоже известная вещь. Что вот это вот такой секретный ингредиент, который заставляет нас слышать, что у кого-то язык родной, а у кого-то не родной. Нет ответа на этот вопрос, на самом деле, однозначного, но известно, что мы все это практически чувствуем. И, кстати, поэтому я немножко против того, когда я преподаю язык, люди, когда, ну, у людей такое тщеславие, да, люди вообще тщеславные, они сразу хотят от акцента избавиться, еще ты не знаешь толком там ничего, но хотят, чтобы акцент был хороший. Понятное желание, но я всегда не советую на этом сильно концентрироваться. Акцент должен быть такой, чтобы вас понимали, без проблем. Но избавляться от акцента, там люди иногда даже прямо какие-то радикальные вещи там нанимают, каких-то преподавателей актерского искусства или не знаю чего, чтобы они их там ставили. Действительно, можно искусственно попытаться почти до конца от чего-то там избавиться. Акцент – это наша защита. Поэтому я не советую людям, которые изучают иностранный язык, прямо стремиться. Другое дело, что никто этого практически не может добиться, но даже если бы могли, это не нужно. Почему? Потому что все равно, если мы взрослыми учим язык, все равно, как бы мы хорошо, я прекрасно знаю английский язык, я пишу идеально по-английски, и у меня очень богатый набор слов, у меня неплохой акцент всегда есть, но он нормальный.
Я не делаю практически грамматических ошибок в английском. Но все равно, рано или поздно, вы забудете слово, вы все равно сделаете какую-то ошибку, вы все равно употребите что-то, конструкцию не в том порядке, в котором она должна быть. И вот если у вас акцент, и вы хорошо разговариваете, люди, которые с вами разговаривают, там, американцы, например, да, они говорят, как вы классно разговариваете, у вас поразительный просто, вообще как родной, да. Но если бы у вас не было этого акцента, рано или поздно они бы услышали, что что-то не так. И это уже выглядит странно. Вот человек, который разговаривает с какими-то странностями, но без акцента, это подозрение, это как-то не так, нам это некомфортно. Поэтому акцент – это наша защита. Вы с акцентом небольшим всегда будете говорить прекрасно. А вот без акцента, как не смешно, совершенно не обязательно. Дальше. Интонация. Были проведены эксперименты, что интонацию дети воспринимают уже в утробе, в животе матери. Потому что это первое, они не слышат слов там, и так далее, но не слышат шум снаружи. И интонация речи – это первое, что они слышат. И были проведены эксперименты, что младенцы, когда рождаются, плач младенческий первый имеет разные интонации в разных языках. Немецкие младенцы плачут не совсем так, как русские младенцы или там американские младенцы. Были даже такие эксперименты. Вот, это интересно. Теперь представьте себе последнюю мысль, я скажу сейчас. Все-таки для тех скептиков, которые говорят, ну все-таки дети просто имитируют, дети очень хорошие имитаторы, у них еще все пластичное, поэтому они могут все это сымитировать. Вот вы разговариваете правильно, и вы там показываете, и они имитируют, как вы, поскольку вы вот не говорите там неправильные, то и они не говорят неправильные вещи. Мы совсем не все можем воспроизвести, как дети. Да, дети, безусловно, там пластичные, мозг у них и так далее, они очень быстро учатся, быстрее, чем взрослые. Но представьте себе, что вы будете играть на пианино, не учить их играть на фортепиано, а играть им прекрасно на пианино. Они могут сесть и просто начать играть на пианино, сколько бы вы им ни играли. Или представьте себе рисовать картины. Ну да, может быть, ребенок, у которого папа художник и показывает ему все время картины, будет чуть лучше рисовать, чем тот, у кого нет. Но он не сможет рисовать. У нас нет этого врожденного таланта играть на пианино у всех. Так как у нас есть язык. То есть имитация имеет свои, это я к чему говорю, что имитация имеет свои очень серьезные лимиты, да. Далеко не все, что мы можем научиться делать, дети могут научиться делать сразу. Хотя, в принципе, могут, если будут учиться. Но с языком учиться так не нужно. Спасибо вам большое. В общем-то, все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. У меня есть еще много всяких интересных примеров и про порядок слов в языке и всякое такое. Может быть, если у вас есть 3 минуты, я вам могу просто быстро сказать, что имеется в виду. Например, порядок прилагательных в языках. Он в каждом языке строгий. Это еще один пример вещей, которые мы не знаем, но мы все так говорим. У нас в любом языке строгий порядок прилагательных. В русском идут сначала поссессивные, possessives они называются, дальше количественные, дальше порядковые, дальше оценочные, дальше размер, возраст, форма и цвет. Если я вас попрошу сейчас, дам вам набор каких-то прилагательных и попрошу поставить их в предложение, ну я вам сейчас, так сказать, уже рассказала всю историю с этим изначально, а могла бы просто провести эксперимент и показать вам, чтобы вы сами сделали предложение с данными какими-то прилагательными, вы бы все их сделали одинаковые, я вам просто могу сразу сказать. Мы все говорим буйная тропическая растительность, а не тропическая буйная растительность. Ни один человек в русском языке не скажет тропическая буйная растительность. В нейтральном, просто вот если вам нужно сказать предложение. Шерстяное теплое белье. Нет. Теплое шерстяное белье, да. Обаятельный, высокий, пожилой человек. Мы не скажем пожилой, высокий, обаятельный человек. Никогда. Кто нас этому учил? Кто детей этому учил? Никто. То же самое в английском языке. То же самое абсолютно. Вот там примеры из английского. То же самое. Другой порядок, но свой порядок, который есть в каждом языке. Обязательно. Вот такой вот интересный пример.
на котором я точно и закончу. И спасибо вам огромное, и, что вы слушали, и вам было вроде бы интересно.